Смарт-часы с AMOLED-экраном технологии Always On Display, частотой обновления экрана 60 Гц, встроенным динамиком, микрофоном, функцией Bluetooth вызовов, стильным дизайном, металлическим корпусом, временем автономной работы до 8 суток, поддержкой более 100 видов тренировок, и это только малая часть того, что нам обещает производитель в рекламе к смарт-часам под названием Xiaomi Halo Watch S8. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, как всегда я вам, разумеется, расскажу подробно. Распаковка. Поставляется эта модель в бело-красной упаковке из плотного картона, как, к слову, и модель R8, обзор на которую уже был на канале. На упаковке есть краткая характеристика, изображение и название модели. Упаковано все неплохо, в комплекте мы имеем сами смарт-часы, силиконовый ремешок, краткое руководство и зарядное устройство с пинами. К сожалению, но неудивительно за эти деньги. Вес смарт-часов вы видите на экране, как и габариты, а ширина ремешка стандартная 22 мм. Далее, 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 8 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Помимо этого еще iPhone 15 пытаюсь разыграть, все по ссылкам в описании, все условия. Не забудьте подписаться на телеграм-канал взаимопомощи, телеграм-канал скидок и мой личный телеграм-канал, там много всего полезного. Перейдем же к смарт-часам. Xiaomi Halo Watch S8 поставляется в черной и серой расцветке. Дизайн модели что-то между Oppo Watch 4 Pro, обзор на который вы можете уже посмотреть на канале, плюс еще смарт-часы от Apple. Выглядит S8 интересно, учитывая стоимость, но вот имитация винтов с фронтальной части на корпусе по мне выглядит дешево. Сборка хорошая, материалы топорные, но прочные. Тыльная часть выполнена из глянцевого пластика, а средняя рамка из металла. Ремешок быстросъемный со стандартным креплением и застежкой, как у яблочных ремешков. По качеству он хороший, запястье под ремешком не потеет, ремешок не натирает. При носке S8 практически не ощущаются и спать в них комфортно. На корпусе смарт-часов расположили магнитную область для зарядки, динамик, микрофон и датчики мониторинга здоровья. На правом же торце находятся две механические кнопки. Верхняя кнопка колесика отвечает за переход в меню, возврат и выключение устройства, а прокруткой можно перемещаться по меню, менять циферблаты и не только. Система прокрутки реализована по системе трещотки, нижняя кнопка отвечает за переход к тренировкам и даже за переход к недавно открытым приложениям, что удивительно, учитывая стоимость. Этот функционал прям вау. Кнопки практически не имеют люфта, нажимаются хорошо, но переназначить команды нельзя. Летим дальше. Оснащены смарт-часы AMOLED Curved Screen экраном на 1,96 дюйма с разрешением 410 на 502 пикселя. Экран слегка закругленный, выглядит это хорошо, плюс рамки не громадные, подбородка нет. Цветопередача у экрана неплохая. Частота обновления экрана заявлена 60 Гц, но по ощущениям она здесь слегка меньше. Думаю, вы и сами это уже увидели. Скроллинг с рывками, система работает с подтормаживанием, передвигаться по интерфейсу совсем неудобно, так как сенсорный отклик у экрана максимально плохой. Интерфейс доступен на русском языке, шрифт читабельный, перевод местами некорректный и некоторые надписи реализованы как бегущая строка, при этом текст выходит за рамки иконок, что, конечно, выглядит плохо. Экран выдает 800 люксов при 100% яркости. Для повседневного использования подобной яркости более чем достаточно. Автоматической регулировки яркости на борту нет, автовыключение экрана возможно настроить максимум до 20 секунд, а функцию постоянно включенный экран можно включить только на 5 минут. Always On Display на борту с двумя стилями отображения, он максимально простой, но хорошо, что он есть. В настройках можно изменить стиль меню, настроить режим не беспокоить, установить пароль на смарт-часы, изменить язык системы и настроить функцию, при которой будет включаться экран во время поворота запястья. Данная функция работает нестабильно, но быстро. Отмечу, что с включенным AOD экран не будет загораться при повороте запястья, включить экран тапом нельзя, как и нельзя выключить его, накрыв ладонью. Это было бы слишком жирно за эти деньги, правда? Далее, с главного экрана по свайпам. Сверху вниз уведомления, снизу вверх панель быстрого доступа, в которой есть доступ к калькулятору, блокировки смарт-часов, авиарежиму, регулировки яркости, календарю и не только. Свайп слева направо открывает также небольшую панель быстрого доступа, а свайп справа налево виджеты. Персонализировать виджеты под себя возможность есть, но вот сортировать меню, к сожалению, нельзя. В меню мы имеем контакты, которые можно добавить через приложение, набор номера, записи тренировок, активность, будильник, который можно завести прямо со смарт-часов, секундомер, таймер, но в фоне может работать только таймер, погода, музыкальный плеер для регулировки громкости и переключения треков, воспроизведенных на смартфоне. Загружать музыку на смарт-часы нельзя, но можно использовать смарт-часы как Bluetooth-колонку. Bluetooth-кнопка для удаленной фотосъемки, через приложение поиск смартфона, голосовой помощник, который работает в паре с голосовым помощником на смартфоне, мини-игра для того, чтобы скоротать время в очереди, экстренный вызов и мировое время. Летим дальше. Bluetooth версии 5.3, почти последние. Подключить внешние Bluetooth устройства возможности нет, как и нельзя подключить смарт-часы к Wi-Fi. Также нет NFC модулей, GPS-навигации тоже нет, к сожалению, хотя бы GPS бы сюда допилили. Спортивных режимов на борту более 100 видов, но отслеживание плавания я не обнаружил, как автоматического распознавания активности здесь тоже нет. Тренировка не работает в фоновом режиме, настроек для тренировок нет и во время тренировки нельзя пользоваться плеером. Далее, смарт-часы
часы могут измерять пульс в автоматическом режиме с выбранным интервалом. SpO2, уровень стресса, измеряются только вручную, к сожалению. Также есть бесполезное измерение артериального давления, которому, разумеется, не стоит верить. Смарт-часы у воздуха пульса SpO2 не считывают, но результаты измерений пульса, как по мне, далеки от правды, так как часто результаты измерений берутся с потолка. Мониторинг сна показал себя плохо, так как фиксация отхода ко сну и пробуждения некорректна. Из полезного есть напоминание об активности и дыхательной тренировке. Графики на смарт-часах отображаются, но информации в них мало. Далее, Halo Watch S8 имеет функцию Bluetooth звонков, звонить с часов можно, микрофон и динамик отрабатывает не лучшим образом, но в целом для коротких разговоров достаточно. Уведомления приходят практически моментально, иконки отображаются, но смайлики нет. Отвечать на звонок быстрыми ответами возможности нет, как и на уведомления. Вибромотор топорненький и слабый, плюс настроить силу вибрации нельзя. Далее, емкость аккумулятора 270 мАч, полный цикл зарядки занимает 1 час 40 минут, время автономной работы в стандартном сценарии использования с периодичными Bluetooth вызовами по моим тестам 6 суток, что хороший результат, учитывая функционал и стоимость устройства. Водонепроницаемость 3 атмосферы, конечно же, я протестировал данную модель на водонепроницаемость, окунув их в воду. Вода на смарт-часы никак не повлияла, но купаться в соленой воде и ходить в баню вместе с ними я не советую, как и с любыми другими электронными устройствами. Хотя у вас вполне возможно десятилетиями что-то живет и ничего. Летим дальше. Умные часы Xiaomi Halo Watch S8 работают в паре с приложением Halo Watch, за что им отдельный минус, так как я бы хотел, чтобы они подключались к приложению Halo Fun, оно получше. Плюс приложение Halo Watch работает некорректно, и на некоторых Android смартфонах при подключении смарт-часов к приложению оно просто вылетает. Приложение переведено на русский язык, но не полноценно. На главном экране в приложении мы имеем 4 вкладки. На первой вкладке отображается весь мониторинг вашего здоровья, вторая вкладка предназначена для тренировок, третья вкладка — это подключенное устройство, и последняя вкладка — профиль. На главной странице с часами мы видим заряд, но не в процентах, магазин с циферблатами, в котором есть даже динамические циферблаты, установить любую фотографию на заставку можно. Помимо перечисленного также есть возможность настроить уведомления, настроить мониторинг здоровья, воспользоваться стандартными настройками смарт-часов и обновить прошивку. И мне обновление уже прилетело. Минус — это слабый вибромотор, нет дополнительных вспомогательных функций в ПО, некорректный мониторинг здоровья, приложение сырое, экран хоть и выглядит хорошо, но сенсорный отклик плохой, и 60 Гц не ощущаются, в отличие от тех же Mi Band 8. Скажем так, они по функционалу их очень сильно опережают по мне. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, там много полезного, тем более сейлы на Али стабильная тема, и middle сейлы, которые лучше, чем обычные распродажи. Мой личный телеграм-канал, где мы общаемся, и телеграм-канал взаимопомощи, где вы можете у других пользователей также спросить, какие устройства они используют и в какие деньги они их приобретали. Плюс, может быть, вас интересует специфический функционал. Резюмируя, умные часы Halo Watch S8 как модель R8 недорогие смарт-часы с хорошим дизайном. В остальном это обыкновенные умные часы с функционалом, который, к сожалению, не отрабатывает так хорошо, как хотелось бы, и меньше, чем у некоторых топовых браслетов, которые стоят плюс-минус так же. Напоминаю, что на канале есть топ-10 умных часов до 5000, до 10 тысяч и без стоимости. Они свежие, посмотрите, ознакомьтесь. Но если вы до этого не носили никакие фитнес-браслеты, лучше умные часы не покупать, потому что вы не знаете, нужны они вам вообще будут в перспективе или нет. Опять же, это мой подход. Подписывайтесь на канал с колоколом, пишите в комментах, кстати, какие у вас носимые устройства на руке. Девайсу однозначно от меня да за эти деньги, а вам огромнейшее спасибо за просмотр. Добра и удачи вам, дорогие друзья.